переходим к нашей серьезной теме и будем становиться успешными. После доклада у вас 100% все вот это вот будет, что я в Гугле нашел. Поэтому да, можем начинать. В общем, я UX-UI-дизайнер в Halo, работаю 2 месяца. Вот уже как раз второй месяц подходит к концу. Кстати, лето, да, кончается уже, но это такое, да. В общем, можем начинать. Так, что будем обсуждать? Во-первых, обсудим, что такое психическая энергия и откуда она в принципе берется. Потом разберем нейромедиаторы и откуда берется мотивация. Скорее, нейромедиатор у нас будет один, который больше всего как раз подходит к данному моему докладу. Вот, и его как раз мы обсудим. Возможно, кто-то шарит и уже догадался по поводу него. Вот, потом, куда все это дело уходит, куда расходуется наша энергия, куда пропадает мотивация, как все это дело восстановить, как сформировать в мозге желание что-либо делать или не делать, и потом подведем итоги, что с этой всей инфой делать. Вот. Изначально скажу, что, естественно, я не какой-то там нейробиолог, я дизайнер, вот, но я достаточно много инфы на эту тему изучил, вот, и в целом все, что здесь будет, в большей степени основано на каких-то научных данных и на каких-то исследованиях. Но так как я не нейробиолог, то, естественно, лучше проверять мою информацию. В любом случае, к любой информации лучше все-таки относиться как-то более критично, вот, и не воспринимать ее как стопроцентный факт. Но в целом можем, в принципе, начинать. Вот, психическая энергия. И первое, с чего стоит... Ага, да. Откуда у нашего мозга вообще появляется желание что-либо делать? На самом деле я тут не очень хорошо написал. Появляется желание у нас скорее от нейромедиатора. Вот. А сама энергия у нас берется немножко из другой штуки, о которой мы сейчас, собственно, поговорим. Вот у нас есть вот такой приколдес в мозгу, называется мозговой ствол. Вот, красным он обозначен. Да, походу люди все-таки писали. Ладно. Такое видел сообщение. Окей, вот, у нас есть вот такой ствол. Все классно и круто. Вот, потом вокруг этого, по этому стволу идет такое сетчатое образование такого темного цвета, называется ретикулярная формация. Возможно, кто-то смотрел лекции Курпатова, вот он как раз об этом очень часто говорит. Вот. И это, система, которая активирует кору нашего мозга. То есть все сигналы извне, запахи, изображения, звуки и вот так далее, все вот эти вот приколы, они поступают сначала в ретикулярную формацию, в которой все эти сигналы оцениваются на важность, и если сигналы важны, то они идут дальше и активируют мозг. То есть, если простыми словами это сказать, то ретикулярная формация, она выступает как фильтр и как активатор. Но глобально она и дает, собственно, нам энергию в целом для существования. Приведу пример. Допустим, у вас есть клиент какой-нибудь, и вы там что-то делаете для него, но потом в какой-то момент что-то забыли, и он пишет вам: так, Данил, а когда там сайтик будет? А вы уже на вчера ему пообещали, и вы понимаете, что, жопа. То есть вы немножко дедлайны, так сказать, просрали, и он уже ждет все, то есть мозг сразу понимает последствия, то есть ваша репутация страдает, клиент может там не заплатить или что-то такое. То есть как только вы увидели это сообщение, в первую очередь, то есть вы даже, возможно, не успели его осознать, но ретикулярная формация уже сразу его обработала, отметила как важную информацию, то есть как что-то важное, она сразу активирует мозг, и
активирует нейромедиаторы, которые как раз вот за все эти процессы и отвечают. И после этого сообщения вы мгновенно начинаете сразу сфокусированно работать. То есть все там, не отвлекайтесь ни на какие соцсети, ни на что. Просто четко сфокусированно работайте. Вот. Ну, я думаю, у каждого, наверное, были такие случаи, когда, ну, у вас уже какая-то апатия, ничего не хочется делать. Вы такие думаете: блин, ну а какой вообще смысл моего бытия? И тут вам какой-нибудь такой фидбэк, так сказать, приходит, и вы просто сразу садитесь и начинаете тупо воркать. Надеюсь, что у каждого такое было. Вот, у меня такое довольно часто раньше случалось. Вот. Таким образом, ретикулярная формация — это источник энергии для мозга и фильтр, который определяет, куда эта энергия будет направлена. Надеюсь, не супер сложно объясняю. Вот, если есть какие-то вопросы по ходу, вы можете сразу спрашивать, чтобы мы, ну, сразу эти вопросы закрывали. Потому что, я думаю, в конце потом это обсуждать будет еще сложнее. Поэтому, если что-то непонятно или суперсложное, кто рассказываю, то спрашивайте. Вот, ну, в дальнейшем сейчас, надеюсь, будет понятно. Вот. И какими способами ретикулярная формация запускает все эти процессы? Да, то есть я уже сказал, она активирует мозг, кору, точнее, нашего мозга, и выделяет нужные нейромедиаторы. И, собственно, перейдем уже к нейромедиаторам. Возможно, кто-то уже догадался, что мы поговорим про дофамин. Это нейромедиатор предвкушения и мотивации. Кто-то неправильно, не совсем правильно, точнее, говорит, что дофамин — это гормон счастья. Это, во-первых, не совсем гормон, а во-вторых, это, ну, не совсем про счастье. То есть про счастье это скорее серотонин, а дофамин как раз он служит за предвкушение. То есть дофамин заставляет создавать и хотеть новых вещей, которых у нас еще нет. То есть если дофамина нет, мы ничего не хотим. То есть приведу пример. Да, вот я тут как раз с Тиндером хотел привести пример. Допустим, вы заходите в Тиндер, и у вас уже сразу срабатывает дофамин, что вот у вас, ну, там найдется какая-то девчоночка, да, либо паренек. Вот. Вы заходите в Тиндер, начинаете лайкать, свайпать или что там делается. Вот. Потом происходит взаимный матч. То есть у вас уже выделился какой-то дофамин, предвкушение всего этого. Потом происходит матч, дофамина еще больше выделяется. То есть вы понимаете, что все, вы уже кому-то симпатичны, уже что-то прикольное. Потом вы начинаете с этим человеком коммуникацию какую-то, он на вас начинает еще больше как-то цеплять, то есть какие-то вещи он вам интересные сказал, и все. И вы уже начинаете себе представлять, вот как я там иду по парку, ну, у кого там какие представления, я не знаю, но я думаю, логика понятна. И вот в момент этого предвкушения вот как раз вырабатывается дофамин. И я думаю, вы замечали, когда общаетесь с каким-то человеком, и он вас как-то, ну, прям супер зацепил, то у вас появляется, ну, вот постоянно такое жесткое желание там взять телефон, просмотреть, не написал он что-то или написал. Вот. Ну, короче, я думаю, логика понятна. Вот. Дофамин и котики. Я, кстати, не знаю, можно говорить про такие вещи на Твиче, поэтому я решил заменить это на котики. Потому что тема очень важная на самом деле, и, ну, как раз на примере котиков это очень хорошо можно объяснить. Я общался несколько раз с людьми, которые долгое время принимали тяжелых котиков. Вот. И в основном все они говорят одну вещь, что первый раз, когда ты принял котика, то, точнее, не так. Первый раз, первый твой котик, он самый типа кайфовый. Потом идет
идут уже, котики менее интересные. То есть следующие дозы котиков, они будут уже не такие. Почему это работает так? Потому что, да, вы принимаете котика, то у вас дофаминовая система, она еще, то есть она ничем не загрязнена. Как это лучше сказать? В общем, то есть она исправно и четко работает, и она хорошо восприимчива к различным родам стимуляторов. Вот, поэтому, когда первый раз человек принимает котика, то у него просто все блаженство. Потому что вся система нейромедиаторов, она исправно работает. Но когда в следующий раз, уже второй раз он это принимает, то уже эффект идет намного меньше. То есть восприятие в целом уже становится не таким. Чувствительность нейромедиаторов, вот вспомню слово чувствительность, она становится хуже. И с каждым разом она все хуже и хуже становится. И вот эти люди, которые принимают котиков, они, то есть, они уже без котиков чувствуют себя намного хуже, чем с котиками. Точнее, не так. Им нужно, чтобы добраться уже до своего базового состояния, им нужно принять котика. То есть они уже без них не могут чувствовать себя нормально и удовлетворенно. Вот. Поэтому с котиками тут очень сложно. Но на самом деле мы все, по сути, торчки. То есть мы постоянно сидим в соцсетях, мы там хаваем фастфуд, куча сладкого, там алкоголь, 18+ видео, все вот эти вот дела. Вот. И все это нам дает быстрый выброс дофамина. Мы чувствуем себя моментально лучше, но после быстро возвращаемся обратно. И часто даже на уровень ниже. Вот как раз аналогия с котиками тут очень хорошо работает. Да, здесь воздействие идет не такое, как на вот такие внешние стимуляторы, как котики, но это тоже очень сильно разрушает нашу чувствительность именно дофаминовой системы. И вот когда люди обычно там выгорают, там у них какая-то депрессия, не говорю про клиническую депрессию, а вот именно когда там не очень прикольно, вот такая вот хандра. И что обычно люди делают? Они берут, начинают залипать в соцсети, там всякие мемные видосики смотреть, там хавать какую-то еду не очень полезную. Вот, то есть все то, что как раз дает дешевый, быстрый дофамин. Но проблема в том, что это, наоборот, контрпродуктивно. То есть мы в моменте получаем себе какое-то удовольствие, то есть нам чуть-чуть становится лучше, но потом мы падаем обратно. И нужно делать, по сути, наоборот. То есть нужно отказаться от всего и просто, так сказать, ребутнуться. То есть перестать там смотреть соцсети, хавать фастфуд и так далее. Но об этом чуть попозже поговорим. Ага, да, я в этом слайде уже это объяснил. Да. Так, соцсети. Вот, хотел сделать акцент на соцсетях. Я считаю, что соцсети — это достаточно большая, наверное, проблема в текущем времени, потому что, да, они, по сути, спроектированы так, что на них хочется находиться все дольше и дольше. Вот эти лайки, комментарии, все эти приколдесы — это очень классно работает для нашего мозга, и он выбрасывает очень много дофамина, и мы сразу подсаживаемся на них. То есть я приводил пример с Тиндером, но на самом деле Инстаграм, ТикТок, все это работает примерно по такой же схеме. То есть нам важно, чтобы люди там оставляли о нас какую-то реакцию, нам хочется следить за другими людьми и так далее. И это несет под собой кучу больших минусов.
То есть, ну, вообще представьте, что соцсети, а, их основная валюта — это внимание. То есть все, на чем они зарабатывают деньги — это на внимании. Потому что чем дольше человек проводит, в соцсетях, тем соцсеть больше зарабатывает. И по сути, ну, вот в каком-нибудь "Фейсбуке", допустим, сидит куча гиков в Кремниевой долине, и все, что они делают на своей full-time работе, это думают, как, заставить нас уделять больше времени соцсетям. У них, куча бигдаты, они очень много инфы о нас знают, и они понимают, как, лучше на нас воздействовать. Поэтому это все, ну, кажется супер привлекательным, и очень сложно перестать сидеть в соцсетях. Возможно, кажется, что я, наверное, нагнетаю немножко, но, наверное, я все таки довольно лайтово вот, преподношу эту информацию. Вот. Потом психическая энергия. То есть, соцсети также, ну, забирают нашу психическую энергию. То есть они не только на нашу дофаминовую систему, влияют, но и на психическую энергию тоже. Вот мы привыкли постоянно брать телефон в руки, смотреть мессенджеры и так далее. И это зависимость, которая крадет нашу психическую энергию. Да, вроде, типа, каждый раз, когда мы берем телефон, это у нас вроде отнимает небольшое количество энергии, но, типа, если посмотреть, сколько раз мы там разблокировали телефон, либо сколько мы потратили экранного времени, то это, как правило, очень много. И мы расходуем на это очень много психической энергии. Ну и поэтому соцсети зарабатывают миллиарды долларов на наше внимание, но типа что мы получаем взамен? Типа тревогу, выгорание, депрессию, неуверенность и всякое вот такое. Да, и, кстати, вот невозможность фокусироваться, поверхностное мышление — это тоже, к сожалению, проблема текущего поколения. Ну, вот по поводу зумеров тоже проводилось довольно много исследований, и все они говорят то, что э, это поколение, ну, оно действительно намного хуже может фокусироваться и решать какие-то более сложные задачи. Да, у них есть какие-то там свои бенефиты, но вот проблемы с фокусировкой — это однозначно. Вот, на самом деле, да, по поводу соцсетей я могу разговаривать очень долго, но у нас эфирное время ограничено, поэтому по этой теме я бы посоветовал, в первую очередь посмотреть фильм, на "Нетфликсе". Эм, комично, конечно, советовать Netflix, но, фильм на самом деле очень классный, называется, "Социальная дилемма". Вот. Ну, и он там не сильно долго идет, поэтому советую посмотреть. Вот, супер интересный. И там как раз, большинство этих, проблем, очень прикольно раскрывается. Ну, потом, если вдруг вы захотите еще более детально изучить эту тему, ну, то посоветую книгу "Цифровой минимализм", вот Кэла Ньюпорта. Но это если вы уже там совсем супер жесткий. Вот. Потом, да, мы поняли, то есть, то, что все вот эти вот штуки, соцсети, все вот это вот разрушают нашу дофаминовую систему. Ну, точнее, она не разрушает, оно снижает ее восприятие. Она становится менее чувствительной. То есть как восстановить это все добро? Дофаминовый детокс. Возможно, кто-то уже слышал об этой теме. Достаточно сейчас хайпово в интернете, вот, особенно на зарубежном "Ютубе". Э, Очень много людей там уже ставили на себе такие эксперименты. Можно посмотреть видосы. На русскоязычном "Ютубе" тоже есть, по-моему, на эту тему пару видосов. Просто, напишите "дофаминовый детокс", вот там будут эти видосы. Вот. Ну, советую тоже с субтитрами посмотреть на зарубежном "Ютубе" тоже. Там просто их больше, и они намного интереснее. В общем, в чем основная логика вот этого детокса? Блин, тоже советую вам какие-то детоксы. Что? В общем, основная логика, вся его суть, чтобы отказаться от всех источников быстрого дофамина хотя бы на недельку.
Звучит, конечно, супер сложно. Вот, то есть новости, соцсети, мемы, очень вкусная еда, быстрые углеводы, фастфуд, который содержит много калорий, 18 плюс видео, алкоголь, игры и так далее. Вот просто от всего вот этого отказаться. Ну, можно, конечно, делать эксперимент с разной степенью жесткости. Не знаю, кто-то пробует из вас его или нет. Я как-то тестил это на себе. Ну, достаточно сложно, на самом деле, от этого всего отказаться хотя бы на неделю. Но прикол в том, что мы просто не знаем себя до вот этой вот дофаминовой стимуляции. То есть мы уже давно как бы вошли в эту эпоху, когда мы постоянно сидим в соцсетях, когда наша пища содержит много сахара и всего такого. Ну и, короче, вот куча быстрого дофамина в нашей жизни. И мы, по сути, не знаем себя без вот этого вот всего. И когда я первый раз попробовал вот провести над собой такой эксперимент, то, честно, я просто офигел. Потому что, типа, становится намного больше мотивации. Ну, у тебя действительно появляется желание там что-то достигать, добиваться каких-то целей и так далее. У тебя намного лучше становится фокус внимания, то есть ты можешь просто сесть и сфокусированно работать, не отвлекаясь там каждые 10 секунд на какие-то уведомления и сообщения. Вот, ну, это супер интересная штука. Вот, я тут добавил таблетку, потому что мне кажется, что это, наверное, единственная такая вот волшебная таблетка, которая может, ну, действительно как-то качественно повлиять вот в теме вот такой продуктивности, потому что, ну, все мы, наверное, ищем какие-то волшебные таблетки, ну, по крайней мере, я точно. Вот, поэтому, ну, вот этот способ, мне кажется, вот он самый интересный. Вот хотя бы просто на недельку попробовать и понять вообще, что будет. Вот, потом я просто начал, то есть потом изначально я вернулся к этому, и потом постепенно уже начал отказываться там, ну, залипать там меньше в соцсети, там, меньше хавать сладкого и так далее. Вот, и вот как раз это мне очень сильно помогло. Да, блин, опять я уже об этом рассказал. Вот, да. Ну, короче, мы действительно слишком долго на этом торчим, и, ну, стоит попробовать, если вдруг вы на это решитесь. Но как же сформировать в себе действительно жгучее желание что-либо делать? Вот помимо дофаминовой системы есть еще одна очень интересная тема. Доминирующая мотивация называется. Тоже, кстати, по-моему, Курпатов о принципе доминанты рассказывал. Кто смотрел, возможно, знаете. То есть доминанты — это стойкое увлечение, созданное мозгом для удовлетворения наиболее важной потребности. О, Господи, как же сложно звучит. То есть у нас есть какая-то сильная потребность, которая доминирует в нашем мозгу. И на все остальное нам становится просто пофиг, и мы это не замечаем. Допустим, вы там хотите в туалет, понимаете, и просто весь остальной мир становится для вас неинтересным. У вас есть одна цель — сходить в туалет. Вот, ну, расскажу предысторию, как это вообще открылся этот закон доминанты, принцип точнее. Вот был такой чувачок, ухтомский Алексей Алексеевич. Он там жил что в 1911 году, по-моему, он делал эксперимент. В общем, любители собак, наверное, не очень хорошо его воспримут. Вот, я тоже люблю собачек, поэтому эксперимент мне показался не очень корректным, так сказать, но что делать? Что есть, так сказать. В общем, он, короче, решил проверить, как быстро собака может реагировать на какие-то ситуации. Точнее, вообще, он решил просто проверить скорость реакции собаки. Что он сделал? Он повесил ее, ну, просто на тело нацепил какие-то лямки,
повесил ее на потолок и опустил ее лапы на какую-то панель железную, по которой проходили импульсы тока. Ну, то есть там не супер, как я понял, большой разряд был, но проходил ток. И то есть как проходил этот эксперимент? То есть он жмакал кнопочку, потом смотрел, через сколько собака реагирует на это все, и просто записывал себе. То есть он один раз тыкнул, второй раз тыкнул, все, собака отреагировала, он записал, третий раз тыкнул, и ничего не произошло. Странно. Потом он еще раз начал нажимать, ничего не происходит. Он, решил, что походу его аппарат сломался и пошел за инструментом. Да, пошел за инструментом в другую комнату, возвращается, и собака видимо, решила отомстить и наложила просто огромную кучу. И вроде да, собака молодец, все четко, все правильно сделала. И потом он, опять нажал на эту кнопочку, и собака отреагировала. Потом еще раз нажал, и опять собака отреагировала. И оказалось, что все это время его прибор был исправен. И основной прикол, почему собака не реагировала, потому что она очень сильно хотела в туалет. То есть она просто терпела, потому что, наверное, многие знают, что собаки не особо любят, их нужно выгуливать и так далее. Я предполагаю, что у него такая же собака была, и она просто очень долго терпела, но потом уже не выдержала и наложила кучу. И потом она уже спокойно, она уже была восприимчива к внешним стимулам и уже реагировала на импульсы тока. Так, но по сути, да, это я привел пример таких базовых потребностей, да, то есть желание сходить в туалет. Но что если разобрать остальные потребности? Допустим, да, приведу пример с Тайсоном. Допустим, живет Тайсон в своем 1900 каком-то году, в возрасте 16 лет, и живет чувачок какой-то, давайте, украинский Сашко, которому тоже 16 лет, он живет в 2022 году. И получается, как у них обстоит жизнь вообще в целом. То есть Тайсон просыпается в 6, в 4:30, по-моему, просыпался, идет на пробежку, приходит, тренируется, потом немного спит, опять тренируется. Точнее, наверное, лучше сказать, как его, в принципе, жизнь была обустроена. То есть он жил в доме с тренером. И у них в доме был, по сути, спортзал. То есть ринг, вся эта тема у них была в доме. Все, что он делал, он только тренировался. Все его друзья, они были боксеры. То есть все, о чем он думал, только о боксе. У него не было никаких внешних раздражителей, у него не было телефона. У него была только одна цель — стать чемпионом мира в тяжелом весе. И по вечерам он, по сути, тоже, если судить по его биографии, то, как он рассказывал, то, что по вечерам он просто читал книги о боксе, биографии всяких известных боксеров, либо изучал всякую теорию войны и так далее. То есть вся его жизнь — это был бокс. У него, по-моему, до 19 или 20 лет у него не было даже девушки. То есть все, что он делал, это занимался боксом. По-моему, с 16 лет или с 14. Да, не привел второй пример. Вернемся к нашему Сашку. То есть чувачок, ему 16 лет, в 2022 году. Он просыпается, тоже надо на пробежечку идти, тоже боксер, тоже хочет стать чемпионом мира. Он просыпается, открывает ТикТок, начинает смотреть всякие мемесы,
потом заходит в инсту, смотрит сторис, там блогеры говорят, что, блин, сейчас очень круто, вот, таргетированная реклама, тебе надо вот этим заниматься, четкая профессия. Если станешь таргетологом, то ты будешь жить, как я, там, деньги, тачки, все вот это вот, все будет. А другой блогер говорит, не, бро, тебе нужно заниматься продюсированием. Тоже очень четкая тема и так далее. И, в общем, все ему говорят, что вот надо чем-то таким заниматься. Потом он идет на пробежку, побегал, он приходит домой, начинает там переписываться с кем-то и так далее. То есть у него куча отвлекающих стимулов, которые не дают ему просто сфокусироваться на своей основной цели. И у него просто, отсутствует эта мотивация. То есть у него не формируется вот эта вот доминанта становиться чемпионом мира. В этом и вся вот разница, по сути, Тайсона и нашего Сашка. Да, и представьте, что у вас, по сути, одна цель, и 100% своей энергии вы тратите на ее достижение. А теперь представьте, что у вас 1000 целей, то есть всякие сообщения, мессенджеры, видосы, кому-то что-то надо ответить, что-то прочитать и так далее. То есть весь этот информационный шум по чуть-чуть забирает силы, которые нам необходимы для достижения целей и разрушает нашу доминанту. То есть, вот все эти приколдесы, они влияют и на нашу доминанту, и на нашу ретикулярную формацию, и на нашу дофаминовую систему. По сути, это все взаимосвязано. И как же сформировать эту самую доминанту? Нам нужно развиваться в этой сфере и добиваться каких-то результатов. То есть, если мы не видим никакого прогресса, то нам очень сложно что-то добиваться, то есть продолжать это делать. Нужно хотя бы какие-то минимальные цели для себя ставить и их добиваться. Тогда желание будет намного больше. Изучать информацию об этой сфере, информационная доминанта. В общем, просто изучать, окружать свое информационное поле именно в той сфере, где вы хотите развить эту самую доминанту. То есть смотреть видосы, читать книги и так далее. Приведу пример. Где-то полгодика назад я понял, что... Точнее, не полгодика, где-то пару месяцев назад я понял, что моя финансовая грамотность, она просто на нуле. И чтобы сформировать эту доминанту, я решил... я сначала посмотрел парочку видосов на Ютубе, что нужно делать, так сказать. Потом прочитал одну книгу, потом вторую книгу прочитал. И уже мое желание делать вот эти действия, то есть считать свои расходы, оно супер сильно возросло. Потому что ты смотришь видос, тебе блогер говорит, вот тебе нужно там считать свои расходы. Почему это важно? Ты читаешь книгу, там тоже тебя автор как-то мотивирует, говорит, что вот это супер важно, приводит какие-то истории и так далее. И в твоем мозгу эта доминанта становится намного больше. И мотивация у тебя делать действия становится больше. Потом окружать себя людьми, которые также развиваются в этой сфере, ставить себе цели в этой сфере. То есть это тоже такие два супер важных момента. На самом деле люди тоже очень важно. На самом деле мы сейчас, к сожалению, общаемся больше в онлайне, наверное. Но все равно стоит себя как-то стараться окружить людьми, общаться больше с людьми, которые схожи с вашими интересами и которые помогают вам формировать нужные доминанты. Достигаторы просветленные. Интересно, конечно, назвал. Это просто две разные такие стратегии, которые сейчас есть в интернете. То есть есть люди, которые достигаторы, они говорят just do it, hard work, все эти дела. Есть такие люди просветленные, которые говорят, что вам нужно заниматься тем, что вы любите.
вам нужно любить то, что вы делаете. Ну, вот все вот это. То, что вы не хотите делать, это вообще глупо это делать и так далее. Естественно, даже в этих вопросах нам нужен какой-то баланс. Но я хотел тут немножко про другую тему рассказать. Есть такой термин, это скорее не научный термин, я услышал его от одного нейробиолога, э, западного нейробиолога, зовут Эндрю Хуберман, по-моему. Вот, очень популярный на зарубежном Ютубе. Вот, и он, короче, предложил вот такое понятие. Ну, под ним, естественно, он подразумевает достаточно научные объяснения. Сейчас тоже попытаюсь их рассказать. То есть, что такое лимбическое трение? Как он говорит, это, если по-английски, это limbic friction. То есть это, по сути, зазор между логической корой головного мозга и эмоциональной лимбической системой, между желанием сделать что-то и реальным выполнением этого действия. Тоже немножко сложно описал, но сейчас объясню. Допустим, вы просыпаетесь, и вам нужно идти на пробежку. Ну, вы так фиговенько себя чувствуете, но вы понимаете, что нужно вот там, вы хотите там себе привычку развить. И у вас начинается вот этот вот конфликт, то есть вашей эмоциональной стороны и логической. И вот этот конфликт идет, и возникает как бы похожее на трение. То есть вот две таких вещи конфликтуют. И, как это вообще происходит? То есть когда организм находится в какой-то стрессовой ситуации, он вырабатывает адреналин. И, он вырабатывает адреналин, и ваш фокус внимания, он становится таким как бы... вы не можете уже трезво мыслить, вы находитесь в стрессовой ситуации, и как бы не очень хорошо. Но если взять каких-то военных, какие-то такие приколы, то в основном у них есть определенные протоколы, как они борются вот с такими стрессовыми вещами. То есть если ты человек военный, и тебе нужно часто находиться в стрессовых ситуациях, то тебе нужно ясно мыслить. То есть тебе нужно как бы бороться со своим адреналином, то есть находиться в ясности ума. И прикол в том, что вот что я хотел сказать, то что у них по протоколу есть две вещи, которыми они в основном себя тренируют. Это первое, это гипервентиляция легких, то есть когда вы интенсивно дышите, это в основном при беге, при каких-то тяжелых физических нагрузках вы начинаете интенсивно дышать, и у вас как раз вырабатывается адреналин. Либо при холодной воде, то есть холодный душ и так далее, когда вы заходите в холодный душ, то вырабатывается дофамин, и вы можете как бы тоже продолжить себя тренировать, то есть быть в ясности ума. Но прикол в том, что когда мы делаем вот такие вот действия, то есть переступаем через свою вот такую эмоциональную штуку, то с каждым разом нам все легче и легче становится бороться с этим адреналином, и все легче нам становится делать просто то, что нам действительно нужно. И это на самом деле очень важная вещь, поэтому часто нам нужно делать то, что нам не очень нравится. Понятно, не всегда, понятно, нужен какой-то баланс, но да, такие вещи нужно делать. И вот я тут написал такую фразу, то есть чем меньше я делаю, тем легче мне делать меньше. Это действительно факт. Я думаю, вы, наверное, по себе замечали, что если вы начинаете мало вообще что-то делать, то вам сложнее делать больше. А если вы дофига делаете, вы продуктивны, то и у вас энергии становится намного больше. То есть есть истина
старой поговорке, что если вы хотите, чтобы что-то было сделано, вы должны попросить сделать это занятого человека. А, Да, как и в большинстве случаев, чем больше мы занимаемся этим, тем лучше мы становимся в этом занятии. Да, то есть, это применимо в целом для каждой сферы, и к этому моменту это тоже очень хорошо работает. Чем больше мы бросаем себе вызов, пытаясь справиться с этим трением, тем лучше мы справляемся с этим вызовом. Да, ну и в целом, если у нас какие-то траблы в жизни возникают, то нам проще с ними становится справиться, потому что мы уже как бы приучили свой мозг действовать адекватно с высоким адреналином. Так, в общем, по сути, весь мой спич уже подходит к концу, и что как бы с этим всем добром делать? Всё, уже подведем какие-то итоги. То есть формировать привычки — это на самом деле тоже один из супер важных моментов, потому что мы, по сути, действительно полностью состоим из привычек. Чем больше у нас хороших привычек, тем эффективнее мы можем достигать своих целей. И с помощью привычек мы автоматизируем наши действия. То есть, действительно, это очень важно понять, что мы просто автоматизируем действия с помощью привычек, и они уже затрачивают у нас намного меньше энергии. Это супер важно. Тут я решил немножко повыделываться и прикрепил скриншот моих привычек. Я делал эту презу, по-моему, 3 дня назад. Поэтому это не супер свежая инфа. Да, вот все, что здесь написано, это я делаю подряд. То есть 63 дня я просыпаюсь в 5:30. Учу английский 148 дней. Это 2 дня назад было, да, уже сегодня 150-й, по-моему, день. Спортом занимаюсь 140 дней подряд. Это ретроспектива, типа дневника. Считаю свои расходы 72 дня и смотрю только английский контент 34 дня. В общем, да, немножечко повыделывался. Давайте дальше. Принцип доминанты в привычках. Например, мне нужно бросить курить. Каждый раз, когда у меня в организме низкий уровень никотина, у меня формируется доминанта, и мне нужно ее удовлетворить сигаретой. Думаю, все понятно. И что делать, как с этим справиться? Ого, интересно. 2 слайда. Так, как избавиться от этой доминанты? Мы можем просто насильно сказать: все, я больше не курю. Но это не супер обычно работает. Лучше это заменить на другую доминанту, которая вытеснит ее. Тут я тот же пример с боксом привел. То есть, например, вы решили пойти на бокс и начать им заниматься. То есть вы уже становитесь боксер. Уже курение, такое себе. Вы знакомитесь с другими боксерами, начинаете изучать информацию о боксе. Уже информационную еще доминанту формируете, записываетесь на соревнования, и у вас еще появляется какая-то дополнительная цель. И, по сути, вы уже становитесь боксером. То есть, да, я тут написал, что вы в первое время вы можете продолжать курить. Но потом новая доминанта начинает брать верх, ибо вы уже боксер, вы уже не будете себя ассоциировать с курильщиком. Уже все, курить уже становится не очень прикольно. Вы уже смотрите, у вас есть там друзья, боксеры, которые там все, healthy чувачки, все дела, вы курите, не дело. И вы, в принципе, легко от этого откажетесь. Тема привычек, конечно, тоже супер обширная, поэтому советую изучить эту книгу, если кто хочет изучить это более детально. Самая популярная книга, в принципе, на эту тему, и, наверное, самая, на самом деле, четкая. Меньше дешевого дофамина и больше дорогого. То есть весь дофамин, который не заработан нами тяжелым трудом, считается дешевый. Его выработка не будет нас в будущем мотивировать совершать правильные действия.
и, по сути, не будет делать счастливым. Многие говорят, что типа один раз живем, типа Биг Мак можно сегодня купить, один раз живем, там пухнуть можно сегодня и так далее, один раз живем. Да, на самом деле, можно иногда себе там делать какие-то послабления. Понятно, не нужно себя там четко держать вообще, типа никакого дешевого дофамина и так далее, но типа если мы потребляем меньше дешевого дофамина, то мы просто счастливее становимся. И это факт. Менеджмент психической энергии. Отслеживайте, куда утекает ваша психическая энергия, и затыкайте эти дыры. Я на самом деле очень много времени трекаю, то есть я отдельно веду, у меня есть таймер. Я знаю, на какие там действия я потратил, на какие там ключевые действия я потратил определенное количество времени. То есть там я знаю, сколько за весь этот период, когда я учил английский, сколько это времени у меня заняло. Но также я часто отслеживаю инфу по поводу того, сколько времени я провожу в определенных соцсетях. Это супер просто на самом деле делать. Типа заходишь, смотришь экранное время в своем смартфоне, и все. И такие вещи просто периодически начать замечать за собой, сколько времени вы проводите, и просто потихоньку, маленькими шажками начинать это все фиксить. Понятно, что не нужно там типа делать все сразу. Можно, конечно, попробовать на недельку там сделать этот дофаминовый детокс, но типа больше недели вы просто не выдержите, это супер сложно будет. Может, там 2 недельки, но там месяц это уже будет too much, я думаю. Поэтому лучше просто постепенно потом от всех этих штук отказываться, и как-то оптимизировать этот процесс. Делать то, что не нравится, да. Чтобы приучать наш мозг делать то, что нам нужно периодически делать то, что не нравится. То есть я, допустим, встаю в 5:30 утра и бегаю. Один день у меня бег, один день я иду в зал. И я делаю это каждый день. И, мне не супер это нравится. Мне вообще это не нравится. И я это каждый день делаю. Но на самом деле после тренировки ты супер собой доволен, ты супер собой горд. У тебя появляется больше мотивации делать дальше какие-то действия, потому что ты уже сделал для себя какую-то победу этим утром, и уже все делать остальное становится намного проще. Тренируйте концентрацию внимания. Жесть, конечно, картинку подобрал. Да, именно концентрация внимания сейчас супер важна, потому что, как я уже говорил, много исследований по поводу зумеров было, то, что они действительно меньше концентрируются, сложнее, точнее, им сложнее держать фокус своего внимания. И именно люди, умеющие долгое время сосредотачиваться на трудной задаче и предлагаемые уникальное решение, Джей сложно написал, и составят единственно конкурентоспособную группу в экономике 21 века. Остальных заменят роботы. Эту фразу я из какой-то книги взял. По-моему, Deep Work называется, Кэлла Ньюпорта. Тоже очень прикольная книга. На самом деле супер согласен с этим утверждением, что сейчас, в будущем, именно умение фокусироваться на чем-то, это будет одним из самых важных, собственно, софт-скиллов. В общем-то, все. Всем спасибо. Очень было прикольно. Очень интересный экспириенс. Что-то рассказывать на такую публику. Мне, в общем-то, понравилось. Короче, да, спасибо. Надеюсь, вы что-нибудь, хотя бы что-то маленькое и небольшое примените в своей жизни. И я тогда уже буду доволен, что я не зря это все рассказывал. В общем, да, всем респект, кто был, кто смотрел. Все, спасибо. Давайте покедова.